Никто из местных жителей не понимал, почему эта лошадь всегда была окружена стаей волков, но никогда не подвергалась их нападению. Лишь когда один из местных жителей познакомился поближе с этой странной группой животных, ему удалось выяснить, что там происходит. Но объяснение оказалось более тревожным, чем он мог себе представить. Сначала они подумали, что им нужно спасти лошадь от волков. Но, возможно, на самом деле все было наоборот. Охотник по имени Кевин потратил около суток на поиски, пока, наконец, не нашел лошадь, окруженную волками. Он слышал много историй об этом от местных жителей и теперь оказался достаточно близко к животному, чтобы сделать выстрел. Это был бы отличный охотничий трофей. Кевин еще не успел нажать на спусковой крючок, когда заметил, что с лошадью происходит что-то странное. Любопытство взяло верх, и он тихонько подобрался поближе к месту происшествия, пока не получил достаточно хороший обзор. Ему нужно было внимательно присмотреться. Внезапно для него все обрело смысл. Теперь стало ясно, почему волки так ревностно следовали за лошадью, не причиняя ей вреда и не убивая ее. Кевин понял, что остальному миру необходимо знать об этом. Но что именно увидел Кевин? Почему волки преследовали лошадь? И собирался ли Кевин все-таки застрелить животное? Когда местные жители впервые наткнулись на брошенную лошадь, они захотели поймать ее и вернуть в конюшню, из которой она сбежала. Ей было очень опасно бродить в одиночестве по этому холодному лесу. Но вскоре они узнали, что лошадь была совсем не одна. Когда местные жители подошли поближе, они обнаружили, что она окружена волками. И как только эти волки заметили, что рядом есть люди, которые поднимаются на гору по одному, они сразу же подошли к ним. Они рычали и показывали свои зубы во всеуслышание. Местные жители решили, что хотя они и хотели спасти эту лошадь, ради этого не стоило рисковать собственными жизнями. Они поспешили обратно в безопасную деревню так быстро, как могли, полагая, что волки собираются полакомиться бедной лошадью. Но, как ни странно, ничего подобного не произошло. К облегчению местных жителей волки не стали их преследовать. Вместо этого они просто спокойно вернулись к лошади, но не напали на нее. Они окружили животное, как будто пытались защитить его. Но от чего или от кого? Зачем им понадобилось делать что-то подобное? Последние пару месяцев зима была суровой, и можно было с уверенностью предположить, что этим волкам не хватало еды. Со всего штата поступали сообщения о волках, нападавших на людей и других животных, вероятно, от чистого отчаяния. Они просто были очень голодны. Один из местных жителей, шокированный и сбитый с толку увиденной сценой, предложил теорию, которая показалась ему правдоподобной. Возможно, волки недавно совершили крупную добычу и все еще были сыты. Было бы разумно оставить эту лошадь в живых и потреблять бедное животное только в более трудные времена. Вскоре после этого он увидел, как лошадь медленно побрела обратно в лес, а волки последовали за ней. Как эта лошадь оставалась такой спокойной все это время, оставалось для всех большой загадкой. Они предполагали, что это был последний раз, когда они видели бедное животное, но они сильно ошибались. После этой встречи местные жители переглянулись и обсудили, что делать. Было ли с моральной точки зрения справедливо вмешиваться в это уникальное природное явление и пытаться спасти жизнь лошади? Они не могли прийти к единому мнению. Однако все они подумали, что им следует поспрашивать в округе и узнать, не пропал ли у кого-нибудь в деревне черно-белый конь. Владелец лошади заслуживает того, чтобы знать, что с ней случилось. К их удивлению, ни у кого в деревне, похоже, не пропала лошадь. Однако, пытаясь найти хозяйку лошади, местные жители встретили женщину, которая, казалось, очень хорошо знала, о какой лошади идет речь. Было ясно, что она уже видела эту черно-белую лошадь уникальной расцветки раньше. Женщина начала рассказывать им о том, что произошло неделей ранее. Она прогуливалась по опушке леса на вершине холма, когда увидела ту же лошадь, окруженную стаей волков. Она была не единственной, кто заметил это, и это доказывало, что такое странное поведение животных наблюдается уже некоторое время. Оказалось, что многие жители деревни уже некоторое время говорили об этом явлении. Они были совершенно уверены, что волчья стая не собиралась есть лошадь.
Трое местных жителей были настолько заинтригованы этим, что решили попытаться снова обнаружить стаю на следующий день. И действительно, они снова увидели то же самое, когда оказались неподалеку от деревни. Все трое подтвердили, что волки действительно не проявляли интереса к поеданию длинноногого животного. Они заметили лошадь в поле, а волки следовали за ней примерно в 3 метрах позади. Это зрелище по-настоящему озадачило трио, и на этот раз они решили сами собрать доказательства. Трио решило сделать снимки, чтобы поделиться этой историей с остальным миром. Держась на безопасном расстоянии от лошади и волков, они сделали несколько впечатляющих фотографий животных. Нужно было, чтобы как можно больше людей увидели это необычное поведение. Пару часов спустя, после того, как животные снова исчезли, троица опубликовала подборку сделанных ими фотографий в социальных сетях. Через несколько минут снимки уже были широко распространены, и люди со всего мира заинтересовались этой историей. Среди них был мужчина по имени Кевин. Когда Кевин, молодой охотник, увидел фотографии в социальных сетях, они сразу же вызвали у него интерес. Он был вынужден признать, что сначала подумал, что изображения были подделаны в фотошопе или что-то в этом роде. Но, просмотрев множество фотографий животных с разных ракурсов, он убедился, что они должны быть настоящими. Когда он понял, что это совершенно уникальное явление, он внезапно почувствовал сильное желание выяснить, что стало причиной этого крайне неожиданного партнерства. Это даже стало навязчивой идеей, от которой Кевин просто не мог избавиться. Что происходило в тех лесах посреди гор Аляски? Через некоторое время Кевин просто не смог больше этого выносить. Он собрал свое охотничье снаряжение и отправился в 4-часовую поездку в деревню. В его намерениях было нечто большее, чем он хотел показать, но он решил пока ни с кем не делиться своими истинными намерениями. Если бы кто-нибудь спросил об этом, он бы сказал, что его всегда интересовало поведение животных, и ему не терпелось узнать, что здесь происходит. Но на самом деле он хотел поймать эту прекрасную лошадь и выставить ее в качестве трофея. Кевин собирал уникальные трофеи по всей Америке, и убийство короля волков могло бы стать отличной историей. Это стало местной легендой, о которой все слышали от друзей, родственников или соседей. Кевин сразу заметил это и решил, что должен действовать тайно. Он остановился в мотеле, расположенном чуть дальше от деревни. На следующее утро он планировал первым делом отправиться в лес. Он не хотел ждать, пока стая снова посетит деревню, так как это только еще больше привлекло бы к ним внимание. Ему нужно было закончить свою работу, прежде чем это произойдет. Он начал поиски, как только взошло солнце. Он быстро направился в лес и убедился, что по дороге его никто не заметил. Когда он, наконец, прибыл, все было пугающе тихо. Лес казался почти заброшенным. Кевину это показалось странным. С самого детства он проводил большую часть своего свободного времени в лесу. Он мог легко распознать, когда что-то было не так. Конечно, вполне логично, что сейчас в лесу стало меньше диких животных. Просто для некоторых животных было слишком холодно. Но, прогуливаясь, он заметил кое-что странное. Куда бы Кевин ни посмотрел, он просто не мог заметить ни одного живого существа на многие мили вокруг. И он был опытным охотником, поэтому определенно знал, как распознать животное, которое находится поблизости. Он остановился как вкопанный и просто постоял там несколько минут, прислушиваясь к звукам природы. К счастью для него, звуки рассказали ему все, что ему нужно было знать прямо сейчас. Прислушиваясь к завываниям, Кевин заметил некоторые отличия в звуках. Он понял, что это могло означать только одно. Где-то рядом с ним была целая стая волков. И он знал, что это могли быть только волки, которые приняли лошадь в свою стаю, поскольку волчьи территории часто простираются на огромные участки земли. Это было бы лучшее убийство в его жизни,
и он, наконец, смог бы похвастаться перед всеми остальными членами охотничьего сообщества. Все, безусловно, смотрели бы на него снизу вверх или даже завидовали его невероятной добыче. По вою он заключил, что волки движутся прямо к деревне. Он надеялся, что этого не произойдет. Если лошадь окажется слишком близко к цивилизации, люди могут увидеть, как Кевин стреляет в нее. И если это произойдет, для него все будет кончено. Кевин понял, что ему нужен другой подход, чтобы добиться успеха. Он подумал об этом и решил, что сейчас главное – скорость. Он побежал через лес, направляясь к завываниям так быстро, как только мог. Однако это было сопряжено с большим риском. Убегая, он производил гораздо больше шума, и была вероятность, что стая услышит его. Если бы это случилось, волки могли бы испугаться, однако ему нужно было рискнуть, если он хотел получить шанс на успех. Кевин продолжал бежать, пока наконец не увидел то, что искал. К счастью, это не заняло много времени. Довольно скоро он заметил большое существо, двигавшееся между деревьями. Он замер, не зная, заметило ли животное его тоже. Судя по тому, что он мог видеть, у высокого млекопитающего определенно был черно-белый мех. Могла ли это быть та лошадь, о которой все говорили? Но когда Кевин подошел чуть ближе, он, наконец, смог разглядеть картину в целом. По крайней мере, 4 волка окружали лошадь, которая снова казалась совершенно спокойной. Он был поражен тем фактом, что лошадь совсем не боялась волков, и что, возможно, было еще безумнее, волки не выказывали ни малейшего намерения причинить ей вред. Кевин увидел достаточно. В этот момент животные не двигались, а просто кружили в одном месте. Он медленно опустился на колени и посмотрел вниз через прицел своего ружья. Мог ли он прицелиться? Это было почти невозможно, так как лошадь слишком часто огибала деревья. Кевин прекрасно понимал, что у него есть только один шанс. Он знал, что должен действовать быстро, но если он промахнется, то без сомнения звук насторожит всех животных. Обычно это должно было отпугнуть волчью стаю, но эта группа вела себя так странно, что Кевин не исключал, что они не убегут, а нападут на него. Он все больше и больше убеждался в своей последней мысли. Он рассудил, что независимо от того, выстрелит он в лошадь или промахнется, волки в любом случае останутся невредимы. И сначала ему нужно было убедиться, что они не смогут напасть на него после того, как узнали бы, что он там. Ему нужно было найти место, откуда он мог бы хорошо прицелиться в лошадь, и где волки не смогли бы добраться до него, как только узнали бы, что он там. Он понимал, что это действительно важно. Если он этого не сделает, то может не вернуться домой живым. Кевин немного походил вокруг, но не нашел ничего, что могло бы послужить ему подходящим укрытием. Однако он не торопился. Конь, казалось, отдыхал, и волки тоже улеглись вокруг него, так что, похоже, они собирались остаться там на некоторое время. Внезапно Кевин заметил дерево прямо рядом с собой. Казалось, что он мог бы легко взобраться на него, и, приглядевшись, понял, что это идеальное место для съемки. Ему была хорошо видна лошадь, а она находилась слишком высоко, чтобы волки могли до нее добраться. Он ухватился за несколько веток и медленно, но верно взобрался выше. Когда он нашел достаточно устойчивое место, чтобы посидеть на нем некоторое время, он остановился там, чтобы посмотреть на животных. Млекопитающие. Они все еще не замечали его присутствия, и он знал, что сейчас или никогда. Именно с этого места он должен был стрелять. Лошадь, которую Кевин теперь видел, казалось, все еще не подозревала о его присутствии, как и стая волков вокруг нее. На нем была специальная одежда, которая не позволяла млекопитающим учуять его запах. И все они были явно заняты чем-то другим, но Кевин пока не мог понять, чем именно. Ветви, на которые опирался Кевин, казались достаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Он медленно взял винтовку в руки
и посмотрел в оптический прицел правым глазом. Как раз в тот момент, когда он собирался прицелиться, он услышал странный шум. Сначала он не мог понять, откуда доносится шум, но, похоже, он не прекращался. Он огляделся, но не заметил никакого движения. И это было странно, потому что шум становился только громче. Что бы это ни было, оно, казалось, приближалось все ближе и ближе. Прежде чем он смог полностью осознать, что происходит, все ветки, на которые он опирался, начали подламываться под ним, и Кевин с грохотом рухнул на землю. Он закрыл глаза, ожидая удара, и смирился с тем, что это может стать его концом. Но впервые в жизни он был по-настоящему счастлив из-за сильного холода и снегопада. Толстый белый ковер под ним смягчил большую часть его падения, и он не сильно пострадал. Он наверняка получил несколько ушибов, но сразу понял, что ничего не сломал. Но его облегчение было недолгим. Он услышал приближающийся вой волков. Не было никаких сомнений, что они слышали, как он упал, и, вероятно, тоже видели его. Когда он снова высунул голову из-под снега, он оказался почти лицом к лицу с ними. Они показывали ему зубы с явными недобрыми намерениями. Кевин напрягся и ждал нападения, но этот момент так и не наступил. Когда он открыл глаза, то увидел, что волки на самом деле отступают от него. Они освобождали место для лошади, которая теперь приближалась к нему. Кевину это показалось странным, как будто предполагаемый вожак стаи пришел, чтобы принять решение о своей судьбе. Выживет ли он или умрет? Кевин едва осмеливался пошевелиться, когда лошадь подходила к нему все ближе и ближе. Он крепко зажмурился, пока животное осторожно обнюхивало его. Вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но Кевину показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он наконец почувствовал, что теплое дыхание лошади снова исчезло. Когда он снова открыл глаза, лошадь развернулась и медленно уходила от него. Злобное поведение волков улеглось, и они последовали за лошадью прочь от Кевина. Но, похоже, они не спешили убираться оттуда. Кевин попытался встать и сделал несколько шагов назад. Он все еще боялся, что эти дикие животные могут передумать, но на самом деле никаких признаков этого не было. После того, как лошадь перестала его обнюхивать, они, казалось, потеряли к нему всякий интерес. Было также ясно, что они больше не видели в нем угрозы. Они даже повернулись к нему спиной, и никто из стаи не присматривал за ним. Как эти животные могут быть такими уверенными в себе? Неужели у них раньше не было неприятного опыта общения с людьми? Или это было исключительно из-за лошади? Возможно, лошадь выросла среди людей, прежде чем отправиться в лес. Возможно, она научилась доверять людям, и это могло быть причиной того, что она доверяла и ему. И, очевидно, все волки последовали его примеру. Но это только усилило любопытство Кевина по поводу связи между этими животными. Теперь он был уверен, что эти волки не просто защищали лошадь, но и что-то еще. Они последовали за лошадью и последовали ее примеру. Даже сейчас казалось, что лошадь сама выбрала маршрут, по которому они собирались ехать, и Кевин все еще не был уверен в причинах этого. Он решил некоторое время последовать за стаей и понаблюдать за ними. Он держался на безопасном расстоянии, чтобы убедиться, что все в порядке, но не прилагал никаких усилий, чтобы оставаться вне поля зрения. Эти животные его не боялись, и пока он не застал их врасплох, все должно было быть в порядке. Возможно, это было рискованное решение, но это был единственный способ получить ответы, которые он действительно искал. Примерно через час ходьбы лошадь и волки остановились рядом с определенным деревом. Глаза Кевина расширились от изумления, когда он увидел, как разворачивается нечто шокирующее. Ему пришлось протереть глаза, чтобы убедиться, что ему не почудилось. Это должно быть розыгрыш, верно? Он смотрел прямо на то, что раньше считал невозможным. За свою жизнь охотника и лесного человека он повидал немало безумных поступков животных. Но то, что сейчас вытворяла эта лошадь, казалось, было не от мира сего. Хотя это, наконец, объяснило, почему волки так долго преследовали эту лошадь
не убивая ее. У них было что-то вроде сотрудничества, что казалось неслыханным, но это, безусловно, стало бы ответом на все вопросы, которые возникали относительно этой странной волчьей стаи. Возможно, ему это не просто показалось. И тут начало происходить настоящее чудо. В то время как волки спокойно ждали вокруг, лошадь встала на дыбы и попыталась забраться достаточно высоко, чтобы снять что-нибудь с дерева над ними. Кевин и забыл, какой высокой может быть лошадь. Волки, конечно, сами никогда бы не смогли забраться на такую высоту. Но что же такого особенного в этом дереве? Кевин поднял глаза и увидел старый охотничий капкан, в который попал дикий кабан. Бедное животное замерзло там насмерть. Очевидно, кто-то из местных жителей установил эту ловушку, но шансы на то, что этот человек вернется в это место, были невелики, учитывая сильный холод. Кевин мог только догадываться, что в здешних лесах существуют сотни таких ловушек для кабанов. Дома в деревне и вокруг нее были расположены очень далеко, и добраться до супермаркета не всегда было легко. Вот почему многие добывали себе пропитание охотой на диких животных, и установка таких ловушек была давней традицией. Волки, вероятно, унюхали этих пойманных животных и заметили, что они могут быть хорошим источником пищи в самые холодные зимние месяцы. Кевин предположил, что стая вполне могла привести лошадь в эти места, чтобы она могла добывать для них пищу. Теперь, когда Кевин думал об этом все больше и больше, ему стало очевидно, что в обмен на помощь лошади волки оставили ее в живых. Возможно, они даже защищали лошадь как одного из своих, поскольку она стала важным членом стаи. Он не мог поверить, что стал непосредственным свидетелем этого особенного сотрудничества. Видя, как эти совершенно разные животные сосуществуют и зависят друг от друга, Кевин дважды подумал, прежде чем убивать лошадь. Он действительно больше не был уверен в том, что ему следует делать. Действительно ли ему нужен был еще один трофей? Или для волков было важнее сохранить своего единственного кормильца? В глубине души Кевин понимал, что ему нужно отпустить их. Он подождал, пока лошадь и волки отойдут подальше, и смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. Он должен был признать, что сначала был немного разочарован тем, что не привез домой трофей, на который рассчитывал, но позже понял, что получил нечто еще лучшее. Он стал свидетелем совершенно особенного и прекрасного взаимодействия между животными, которые обычно не могли жить вместе. Он понял, что, вероятно, никогда больше не увидит ничего подобного, и ради спасения животных решил никому не рассказывать о том, что увидел в тот день в лесу. Таким образом, легенда о лошади и ее волчьей стае продолжала жить среди местных жителей. Кевин вернулся домой довольный, зная, что животные работают сообща, и это увеличит их шансы на выживание.